Приветствуем всех любителей путешествий на нашем канале «Успеть все». Сегодня 23 ноября. В Минске выглянуло солнце, и мы отправляемся на прогулку по городу. А точнее, по самым красивым его местам, где любят гулять и фотографироваться и минчане, и гости столицы. Мы пройдем от станции метро Площадь Победы до станции метро Немига. После просмотра нашего ролика вы сами сможете отправиться по этому маршруту с вашими близкими и рассказать им увлекательные и драматические факты из истории Минска. Ну а если у вас нет возможности оказаться на улицах белорусской столицы, то тем более смотрите этот выпуск. Благодарим всех, кто уже подписался на канал, а также тех, кто сделает это прямо сейчас. Пора начинать, чтобы успеть все. Итак, мы находимся на станции метро Площадь Победы и выходим по указателю в сторону самой площади. Если идти вперед, то вы попадете к лестнице, ведущей наверх, прямо к монументу Победы и Вечному огню. А мы свернем направо, к выходу на проспект Независимости. Прежде это место называлось Круглая площадь, но в 1958 году ее переименовали в Площадь Победы. Монумент установили раньше, в 1954-м, а Вечный огонь у подножия монумента зажгли только в 1961 году. Высота гранитного обелиска 38 метров. Он увенчан трехметровым изображением Ордена Победы. У основания обелиска священный меч Победы. На 4 гранях постамента размещены бронзовые горельефы. Почетный караул у Вечного огня – это школьники 8-11 классов. Кстати, увидеть смену караула можно не каждый день. Среда, четверг, пятница с 9 до 5, суббота с 9 до 3, а с воскресенья по вторник караулы выходные. Вам не кажется это странным? Впереди дом-музей первого съезда Российской социал-демократической рабочей партии, или РСДРП. Здесь в 1898 году партия была основана. Хотя ничего конкретного, ни программа, ни устав на этом съезде не принимались. И для большинства из нас имена участников первого съезда ни о чем не говорят. Можем сказать, что Ленина здесь точно не было, а сразу же после съезда 8 из 9 делегатов были арестованы. Реально только в 1903 году на втором съезде РСДРП при активном участии Ленина завершился процесс объединения российских социал-демократов в политическую партию. Проходил второй съезд, между прочим,
в Брюсселе и Лондоне. А этот музей открыли в 1923 году в честь 25-летия Первого съезда. Интересно, что вторая половина дома до войны оставалась жилой. И здесь, в начале 20-х годов, недолго жил белорусский классик Янка Купала. Правда, оригинальный дом сгорел во время Великой Отечественной, но уже в 1948 году он был восстановлен. Между прочим, в этом музее рассказывают не только про зарождение партии рабочего класса России. Здесь есть отдельная экспозиция об истории Минска на рубеже XIX и XX веков. Музей работает с 11 утра до 7 вечера. Стоимость билета около $5. Минская телебашня. Высота со шпилем почти 177 метров. Трансляции с нее начались в далеком 1956 году. Сегодня она выполняет вспомогательные функции. Выходим на проспект Независимости. Минчане заботятся о своих питомцах и обожают их наряжать. На противоположной стороне Центральный детский парк имени Горького. Пересечем Свислочь по Захарьевскому мосту. Примерно в этом месте мост строили и перестраивали с конца XVIII века. Название он получил от улицы Захарьевской. Так назывался проспект Независимости до начала XX века в честь первого минского губернатора Захария Яковлевича Корнеева. Спускаемся в парк имени Янки Купалы, классика белорусской литературы. Франциск Скорина. Этот фонтан построили в середине 50-х, а скульптуры на нем установили только в 1972 году в честь 90-летия поэта. К слову, памятник Янке Купале установили в том же году. Если отвлечься от белки, их тут десятки, то можно увидеть вдали памятник Янке Купале. Белки гуляют в первой половине дня, если что. Подходим к фонтану Купалье. Композиция изображает сцену языческого гадания на жениха накануне праздника Ивана Купалы. С этими девушками связана любопытная история. Скульптор Аникейчик впервые в истории советского монументального искусства запечатлел в металле и выставил на всеобщее обозрение обнаженное женское тело, а точнее 2 тела. И это в самом центре города.
Как же это допустили в 1972 году партийные функционеры? Все было непросто. Говорят, сначала скульптор изобразил фигуры этих девушек гораздо более выразительными, вполне подходящими для деревенских красавиц. Надо сказать, что это были модели, вылепленные из глины в натуральную величину. Но этот вариант поверг в шок ответственных товарищей. Приказано было девушкам похудеть. Скульптору ничего не оставалось, как скорректировать фигуры, срезая излишки женственности со всех сторон. Очередная комиссия снова осталась недовольна. И худение продолжилось. Сколько раз это продолжалось, мы не знаем. А итог вы видите. Девушки скорее похожи на лесных нимф, чем на земных красавиц. Но думаем, даже исхудавшие, но все еще совершенно голые тела не получили бы добра в столице БССР, если бы у скульптора не было покровителя на союзном уровне. А он был, вернее, она, всемогущая Екатерина Фурцева, министр культуры СССР, по воспоминаниям современников, благоволила Анатолию Никитчику. Других объяснений тому, что скульптуры все же установили в то время, у нас нет. Государственный литературный музей Янки Купалы. Это здание построили специально для музея в 1959 году, на месте дома Купалы, который сгорел в первые дни войны. К сожалению, вместе с домом погибли богатый архив и личная библиотека поэта. Стоимость билета в музей – $2,5. С экскурсией – около $6. В Минске множество технических сооружений, разрисованных незамысловатыми пейзажами. Но эта трансформаторная подстанция с национальным колоритом самая запоминающаяся. А мы выходим на улицу Янки Купалы. Вид на улицу Зыбицкую и башни собора Святого Духа. Историческое название этого моста – Полицейский. По нему мы из парка Янки Купалы попадем в сквер Марата Козея. Все советские школьники знали, Марат Козей – герой Великой Отечественной войны. В 12 лет ушел в партизаны, воевал, стал разведчиком. В 1944 году попал в окружение. И чтобы не сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и немецких оккупантов. По этой аллее можно дойти до памятника пионеру-герою Марату Козею. А вот так выглядел реальный Марат Козей. Еще несколько лет назад здесь стоял стеклянный павильон выставочного центра «Белэкспо». В 2017 году его снесли и начали неторопливое строительство гостиничного комплекса на деньги арабских инвесторов. В новом здании будет отель, торговые и спа-комплексы, казино, бассейн, ресторан и так далее. Но когда это заработает – тайна. Перекресток улиц Янки Купалы и Куйбышева.
Перед нами Троицкая гора, хотя минчане чаще называют это место сквером оперного театра. А каких-то 100 лет назад, там, где мы идем, было старое католическое кладбище XVI-XVIII веков. Троицкая гора– это историческое название возвышенности, на которой сейчас расположены и Троицкое предместье, и оперный театр, и здание Министерства обороны. Археологи утверждают, это место всегда считалось сакральным. Язычники сделали на горе капище, святилище, где стояли идолы богов. А с X века на возвышенности начинают строиться христианские храмы и монастыри. Первым из известных был Свято-Вознесенский монастырь с деревянной церковью. В 1390 году рядом построили Минский костел Святой Троицы. Возможно, отсюда и название горы. К сожалению, в 1809 году пожар уничтожил значительную часть застройки предместья, в том числе храмы. Христианских церквей здесь больше нет. Зато теперь на Троицкой горе есть храм искусства – Большой театр Беларуси. Архитектор Иосиф Лангбард. Здание театра в стиле конструктивизм начали строить в 1933 году, а открытие состоялось только в 1939. Размах задумки был грандиозным, как и многое в те годы. Планировалось разместить в зале 5000 зрителей, но в итоге ограничились 1500. А сейчас и того меньше – 1200 мест. Скульптуры на здании были уже в первоначальном варианте, но тогда от них отказались, как и от грандиозных размеров, из-за недостатка финансирования. Возможно, это и к лучшему. В первые же дни Великой Отечественной войны в театр попала авиабомба прямо в зрительный зал, но здание каким-то чудом уцелело. Место-то сакральное. А вот скульптуры, скорее всего, были бы разрушены или, в лучшем случае, вывезены. Оккупанты устроили в разбитых помещениях конюшни, а интерьеры и убранство разграбили и отправили в Германию. Площадь Парижской коммуны. До революции Троицкая площадь. В этом месте находился Троицкий рынок, где торговали жители окрестных деревень. Когда к власти пришли большевики, им не понравился религиозный подтекст названия. Так появилась площадь Парижской коммуны. Мы идем к памятнику Максиму Богдановичу, белорусскому поэту, публицисту, литературоведу и переводчику. Первоначально 5-метровый памятник установили перед Большим театром, ближе к проезжей части. Но в 2008 монумент перенесли к улице Богдановича, где находился дом, в котором родился поэт. К сожалению, здание не сохранилось, но во дворе через дорогу есть мемориал, посвященный этому дому. Перед нами красивый молодой человек. Таким он и остался. Максим Богданович умер от туберкулеза в 25 лет. А родился он в Минске в 1891 году в семье учителей. Уже в 10-летнем возрасте Максим пытался писать первое художественное произведение на белорусском языке. В гимназии, как и большинство молодых людей, увлекся революционными идеями. Активно посещал различные митинги и манифестации. В итоге получил в аттестате оценку неблагонадежного ученика. Юноша постоянно занимался самообразованием. Его знания по истории, литературе,
культуре народов славянского мира были энциклопедическими. Ему легко давались иностранные языки. Он изучал греческий, латинский, итальянский, польский, французский и немецкий. Молодой поэт писал и на русском языке, но предпочтение отдавал белорусскому. Большая часть его творчества была посвящена многострадальной судьбе Беларуси. С каждым годом в его произведениях все отчетливее звучали идеи национально-освободительной борьбы. Трудно даже представить, где бы он оказался на волне краха Российской империи и прихода к власти большевиков. Но ему суждено было застать только февральскую революцию. 25 мая 17 года его не стало. При жизни успел выйти только один его сборник произведений – «Венок». Служебный вход в театр. Жанровая скульптура «Антракт». Продолжаем прогулку. В этом доме получали квартиры многие известные белорусские исполнители. В народе его называли театральный дом, а сами жильцы – музыкальной шкатулкой. Дом построен в 1935 году. После освобождения Минска Большой театр был реконструирован и в 1947 году снова открыт. Заметьте, для открытия выбрали одну из лучших национальных опер – Костусь Калиновский. В 1967 году во время очередного ремонта в театре сделали скатную крышу. Вид был странный. Сегодня Большой театр Беларуси преобразился и внутри, и снаружи. Во время реконструкции, уже в начале этого века, наконец реализовали задумку архитектора со скульптурами. И действительно, с ними театр выглядит как храм. Композиция в центре – бог Аполлон, покровитель искусств, и две нимфы, славящие творчество. Отдельные скульптуры вдали, слева – музы танца и театра, справа – музы поэзии и музыки. Каждая из скульптур в высоту около 5 метров и весит почти 5 тонн. В центре площади летом работает красивый оперный фонтан. А мы направляемся к перекрестку улиц Максима Богдановича, Янки Купалы и Сторожовской. Еще одна жанровая скульптура – балет. Дом напротив, в стиле конструктивизм, хранит трагическую историю. Построен он в 1936 году для офицерских семей и номенклатуры. Неофициальное название – Третий дом Советов. В первые дни Великой Отечественной войны Минск беспрерывно бомбили. Минчане прятались в подвалах. Когда в этот дом попала бомба, начался сильный пожар. Вход в подвал, куда спустились женщины с детьми и старики, завалило, а перекрытия запылали. Погибло более 100 человек. После войны здание было восстановлено в близком к оригинальному виде.
Но дом известен не только своей печальной историей, но и необычным архитектурным решением. В здании 5 подъездов, 4 из которых заселялись элитой, а пятый был предназначен для прислуги, шоферов и домработниц, поэтому и планировки квартир отличаются. В элитных подъездах просторные 3- и 4-комнатные квартиры, а в пятом – небольшие двушки. Но главная особенность квартир – это необычный санузел. В доме изначально не было чугунных ванн, сказывался дефицит металла в стране. Вместо них по проекту здесь были сделаны углубления из цементно-мраморной крошки, фактически на уровне пола. Для того, чтобы спуститься, предусмотрена специальная ступенька. Поскольку в квартире этажом выше планировка такая же, сверху провисает дно соседской конструкции. Просто нет слов. Переходим улицу Сторожевскую и оказываемся в Троицком предместье. В этом доме находится старинная аптека. Она открыта около 300 лет назад. К слову, для открытия аптеки в прежние времена необходимо было наличие специальной грамоты польского короля, получить которую было не так просто. Когда-то, в X-XIV веках, здесь был торгово-административный центр города. Кипела жизнь. Но после получения Минского-Магдебургского права в 1499 году и строительства ратуши в высоком городе, Троицкое предместье постепенно лишилось статуса центра. По горбатому мостику мы переходим на остров Слез. Официально остров мужества и скорби. Мемориал посвящен белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афганистане в 1979-89 годах. Памятник часовни очертаниями напоминает первоначальный облик храма Ефросиньи Полоцкой XII века. Часовня стоит на небольшой возвышенности, насыпанной с земли, которую привезли белорусские матери с могил своих сыновей, погибших в Афганистане. С 4 сторон часовня имеет кованые ворота, украшенные гербами городов Беларуси. Могилев, Гомель. Внутри памятника 4 алтаря с высеченными именами 771 белоруса, погибшего в той войне. Стены расписаны библейскими сюжетами. Между полом и куполом натянуты металлические струны. Они прикреплены к колоколам. На ветру струны издают гул и сливаются со звоном колоколов. Брест, Витебск. Полоцк, Гродно. Несвиж, Минск. Более 800 белорусов вернулись домой инвалидами.
9,5 тысяч умерли уже после возвращения на родину. Скульптура плачущего ангела посвящена и тем, кто погиб на чужбине, и тем, кто умер от душевных и физических ран уже после возвращения на родину. На больших камнях, разбросанных по острову, указаны названия мест, где воевали советские войска. У этого поминального стола собираются родные, близкие и друзья погибших воинов. Сначала нужно загадать желание, а потом бросить монету. Все, загадали желание? Попал. Против строительства этого монстра в исторической части города 15 лет назад выступали многие минчане. К ним не прислушались. Заглянем в Троицкое предместье. После пожара 1809 года предместье фактически построили заново, изменив планировку улиц. Но дома оставались преимущественно деревянными. Очередные разрушения Троицкому предместью принесли войны XX века и советские стройки с 30 по 80-е годы. Более-менее в сохранном виде осталась только вот эта небольшая территория. Это жилые дома. В 1982-85 годах была проведена реставрация сохранившихся домов. Нынче это туристический уголок столицы Беларуси, своеобразный музей под открытым небом, в котором восстановлены стиль и конкретные образцы городской каменной застройки XIX века. Здесь расположены музеи, рестораны, сувенирные лавки и художественные галереи. Справа отдел регистрации браков. ЗАГС. Увидеть жениха и невесту – хороший знак. Раньше в этом доме XIX века размещалась синагога Китаевская. Китаевцами называли хасидов, но по минской легенде синагога получила свое название от имени ее владельца Баруха Китайского. Китаевская синагога считалась главным домом молитв для жителей Троицкого предместья. После прихода советской власти синагогу закрыли. В ней размещались различные учреждения. Скульптура «Девушка с совой» снова отсылает нас к языческому празднику Ивана Купалы. По легенде, только в одну июльскую ночь распускается цветок папоротника. Кто найдет его, познает все тайны мироздания и научится понимать
язык птиц и животных. Литературный музей Максима Богдановича. Дом XIX века. Ресторан белорусской кухни. Памятник белорусам зарубежья. Установлен в 2017 году. Этот памятный знак уникален. Беларусь – единственная страна в мире, которая установила подобный памятник, символизирующий уважение и память к своим соотечественникам за рубежом. Передаем привет всем, кто сейчас вдали от родной Беларуси. Атмосферный книжный магазин, старейший в столице. Памятник Язепу Дроздовичу, белорусскому графику, художнику и скульптору первой половины XX века. От Троицкого предместья по Хлусову мосту мы идем на площадь 8 марта. Современный железобетонный мост был построен в 1967 году на месте самого древнего моста через Свислочь, а первый бревенчатый мост появился здесь еще в XVI веке. С тех пор он назывался Замковым, Троицким, Александровским, но в народе его чаще называли Хлусовым мостом. Хлус по-белорусски – врун. Рядом с мостом располагалось бойкое торговое место. Естественно, горожане приходили сюда с деньгами. На мосту их встречали цыгане, гадалки и ясновидящие, готовые за пару монет предсказать будущее, снять порчу и так далее. Врали, конечно. Вот и прижилось название. Площадь 8 марта. Самая старая площадь в Минске. Именно здесь в XI веке возвели первую деревянную крепость, положившую начало Минску. Здесь же стояла замковая церковь. Ее фундамент найден при раскопках 1949 года. Сегодня приблизительное место обозначено памятным знаком на набережной Свислочи. Очертания самого храма выложены красной плиткой. С XVII века это место называлось Нижний рынок.
Торговля тут шла до XX века. Большевики рынок ликвидировали и в 1931 году назвали площадь в честь Международного женского дня. В 1990 году на площади построили выход из станции метро Немига. А через 9 лет здесь произошла страшная трагедия. Этот мемориал из бронзовых роз и тюльпанов установлен в память о 53 юношах и девушках, погибших в давке на ступенях перехода 30 мая 1999 года. Ужасное стечение обстоятельств, большой концерт и неожиданный ливень за 10 минут отняло жизни у 40 девушек и 13 парней. Их имена перечислены здесь. Минчане помнят. Завершаем нашу сегодняшнюю прогулку. Надеемся, вы больше узнали о Минске и снова захотите прогуляться с нами. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать видео. До встречи на новой прогулке. Мы постараемся успеть все.